Приветствую вас на канале Две войны. Италия была главным союзником Третьего Рейха в Европейском театре боевых действий. Но несмотря на это, многие немецкие генералы жаловались на плачевные результаты итальянских военных. И в этом видео я хочу рассказать о сражении с итальянскими войсками только не со слов немецкого или советского генерала, а глазами простого танкиста Красной Армии, от Трощенкова Сергея Андреевича. В своих мемуарах он очень живо и интересно рассказывает о многих этапах Великой Отечественной войны. Там и начало немецкого вторжения, и бои в Сталинграде, и отступление немцев в самом конце. А вот как описывает свой первый бой с румынскими войсками советский танкист. Бригада без боя переправилась через Дон и вошла в прорыв. На том берегу уже наши дрались с румынами на высотках. Потом мы вышли на равнину. Такого зрелища, такого количества танков я никогда не видел. Куда ни посмотришь, сколько глаз хватает все поле в 34-ках. Первая, освобожденная нашей бригадой деревня, была Вербяковка. В деревню влетаем, там румынская пехота. Не побежали румыны, отстреливались из-за домов. Нашему десанту пришлось тяжело. Румыны били из винтовок по ним в упор, с расстояния 10-15 метров. Слышу крики, мат, наша пехота подошла. Я сам успел подбить Т-3 и раздавить противотанковую пушку. Мой танк тоже подбили. Снаряд попал выше бортовой передачи, разбило левый тормозной барабан и тормозную ленту. Под Воронежем действовали почти все союзники Гитлера – румыны, венгры и итальянцы. По утверждениям моих зрителей, даже хорваты. Дело в том, что на момент этих событий немецкое руководство уже оценило масштаб войны и, скорее всего, понимало, что блицкрига уже не получится. Именно поэтому некоторые участки фронта они закрывали войсками своих союзников. Как правило, это были не самые важные участки, потому что боеспособность румын или венгров была гораздо ниже немецкой, а последних вообще старались использовать для охраны тыла и карательных операций. Думаю, что самый наглядный пример был в Сталинграде, когда мощные части бросили для захвата города, а фланги оставили румынским частям. Разумеется, советское командование прощупало оборону германских войск и, обнаружив слабые места на флангах, пробило румынскую оборонительную линию. А по утверждению самих румын, причиной этому стало отсутствие у них тяжелого вооружения. Когда починились, догнали наших. Пришли в район. Никогда не забуду казачьего хутора Хлебный. В 3 километрах другой хутор Петровский. Его тоже заняли советские танки, но не нашей бригады. Между хуторами, расположенными на холмах, пролегала низина. Рано утром по ней огромной сплошной толпой пошла, спасаясь из окружения, 8-я итальянская армия. Когда передовые части итальянцев поравнялись с нами, по колоннам пошла команда «Вперед!». Вот тогда мы им с 2 флангов надавали. Я такого месива никогда больше не видел. Итальянскую армию буквально втерли в землю. Это надо было в глаза нам смотреть, чтоб понять, сколько злости тогда у нас было. Взяли толпы пленных в этот день. После этого разгрома 8-я итальянская армия фактически прекратила свое существование. Во всяком случае, я ни одного итальянца на фронте больше не видел. Здесь, скорее всего, идет речь о Воронежско-Харьковской стратегической наступательной операции. Она проходила в начале 1943 года, и в результате немцы были выбиты из Воронежа, Курска, Харькова и Белгорода. Сами венгры прозвали эту операцию Воронежским бедствием, ведь фактически группа армии Б, которая состояла из венгерской, итальянской и 2 немецких армий, была уничтожена. Единственной достойной силой в этой группе армии Б была 4-я танковая армия. О низкой боеспособности гитлеровских союзников говорят цифры. Наступающая Красная Армия потеряла меньше людей, чем румыны и венгры в обороне. Общие потери РККА составили 153 тысячи человек, а у группы армии Б около 160 тысяч. Если говорить об отношении простых солдат, то к итальянцам, румынам и венграм зачастую относились гораздо хуже, чем к самим немцам, и вообще старались не брать в плен. Это было связано с тем, что венгры и румыны занимались карательными операциями и редко сражались на фронте, как простые солдаты. Разумеется, что после такого они не получали достойного обращения в плену. Хотя в данных мемуарах Сергей Андреевич высказывает иное мнение, я просто обязан его вам показать. Но мадьяры здорово воевали. Немцев и мадьяр как противника я уважал. Драться с ними было очень трудно, но и интересно. Я думаю, что под Сталинградом, окажись на месте нашего прорыва они, а не итальянцы с румынами, мы вряд ли продвигались бы такими темпами. Направив основной удар именно на итальянские и румынские части, командование советской армии тогда сделало идеальный ход.
Я думаю, что автор заблуждается. Под Сталинградом были брошены очень мощные резервы. Я имею в виду силы 4-го танкового корпуса и 5-й танковой армии, также гвардейские части. Поэтому едва ли их остановили венгерские бригады с легкими танками и вооружением. Несмотря на браваду итальянских войск и их наполеоновские планы по возвращению Италии былой славы, на практике они лишь мешали воевать немцам, а их боеспособности хватало только на запугивание мирных жителей. А как вы считаете, насколько эффективны в бою были союзники Гитлера? Свое мнение пишите в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, все это очень поможет его продвижению.